Дорогие мои, уважаемые пенсионеры, давайте на чистоту. Вы когда-нибудь задумывались, почему у большинства из вас, достигших определенного возраста, скрипят колени? Или хрустят суставы пальцев? Статистика, к сожалению, неумолима. Более 70% людей старше 60 лет испытывают проблемы с суставами. 70%! Это не просто цифры. Это ваши мамы, ваши папы, ваши соседи и, возможно, вы сами. И что вы делаете? Пьете отвары из лаврового листа, натираетесь всякими мазями по бабушкиным рецептам. Хватит! То, что вы считали лекарством, на самом деле яд. Медленно, но верно вы травите свой организм, забивая трубы, ваши сосуды, шлаком и не позволяя клеткам полноценно работать. Лавровый лист, конечно, приятная пряность, но он не волшебная палочка от артроза. Он не растворяет соли в суставах, потому что никаких солей там в таком количестве, вызывающем скрип, просто нет. Это миф, который десятилетиями внушался поколениям. Миф, который отвлекает от настоящих проблем и замедляет лечение. У вас хрустят колени? Вы думаете, это нормально? Что это просто возрастные изменения, с которыми ничего нельзя поделать? А давление скачет, сердце побаливает. Это все звенья одной цепи, дорогие мои. Это следствие неправильного питания, недостатка движения и веры в бабушкины сказки. Крепитация, так врачи называют этот скрип в суставах, это всего лишь звук трения хрящевой ткани. А почему трение? Потому что хрящ изношен. Из-за чего? Из-за того же неправильного питания, из-за лишнего веса, который ложится дополнительной нагрузкой на ваши суставы, из-за малоподвижного образа жизни. Организм — это мотор, а хрящ — это смазка. Если смазки мало или она низкого качества, мотор скрипит и изнашивается. Вы же не будете заливать в свой автомобиль некачественное масло и ждать, что он будет работать как новый. Так почему вы позволяете своему организму изнашиваться? И нет, никакие народные средства не восстановят хрящевую ткань. Они могут временно облегчить боль, но не решат проблему. А проблема в вашем образе жизни, в вашем питании, в вашем отношении к своему здоровью. Хватит себя обманывать, хватит верить в чудеса. Чудо — это здоровое питание, умеренные физические нагрузки и своевременное обращение к врачу. Давайте вместе разберемся, как вернуть ваши колени к нормальной жизни, как сделать так, чтобы они перестали скрипеть, а вы чувствовать себя молодыми и полными сил. Первый шаг — это признание проблемы и отказ от вредных мифов. А я вам в этом помогу. Дорогие мои, уважаемые пенсионеры, давайте поговорим о скрипучих коленях. Вы думаете, это просто возраст? Что это такая вот неизбежная плата за прожитые годы? Что ж, я как врач готов немного вас разочаровать и одновременно очень сильно обрадовать. Скрип в коленях — это противная крепитация, это не просто скрип старых гостей, как некоторые из вас привыкли думать. Это сигнал. Сигнал СОС, подаваемый вашим организмом. Представьте себе, что ваши суставы — это старые ржавые шестеренки в каком-нибудь сложном механизме. Они изношены, повреждены, и вот этот скрип — это звук трения металла о металл, звук разрушения. И нет, это не норма. То, что вы считали нормой, это сигнал СОС вашего организма. Вы слышите этот скрип годами, а может и десятилетиями, и списываете его на возраст. Но ведь это не просто неудобство, это разрушение. Это постепенное уничтожение хрящевой ткани, которая оберегает кости от трения друг от друга. Понимаете? Хрящ — это амортизатор. Без него кости трутся друг от друга, как камни в мясорубке. И вот этот звук — это и есть тот самый звук трения. А что вызывает этот износ? Причин множество, и лавровый лист здесь совершенно ни при чем. Во-первых, это износ, естественное старение. Но даже естественное старение можно замедлить. Хрящ, он же не просто так изнашивается. Его состояние напрямую зависит от того, что вы едите, как вы двигаетесь, какой у вас вес. Во-вторых, это воспаление. Артрит, артроз — знакомые слова.
Это не просто болячки, это процессы, при которых воспаляется суставная сумка, разрушается хрящ. И опять же, многие факторы влияют на развитие воспаления, от генетики до неправильного питания. В-третьих, лишний вес. Это огромная нагрузка на суставы. Представьте, что вы таскаете на своих коленях дополнительные килограммы. Каждый шаг, каждый подъем по лестнице– это удар по хрящу. Каждый лишний килограмм– это экстра нагрузка на ваши ржавые шестеренки. Хватит травить себя этим, хватит глушить боль таблетками, надеяться на чудодейственные отвары из лаврового листа. Это не лечение, это заглушение симптомов. А пока вы заглушаете сигнал СОС, процесс разрушения идет дальше. Что же делать? Срочно обращаться к врачу. Не к бабушке-знахарке, не к интернет-гуру, а к квалифицированному специалисту. Он проведет обследование, поставит диагноз и назначит адекватное лечение. Это может быть физиотерапия, лечебная физкультура, диета, а в запущенных случаях и операция. Но в любом случае, чем раньше вы начнете лечение, тем больше шансов сохранить свои коленные суставы и продолжать активную жизнь. Помните, ваши колени – это не просто старые ржавые шестеренки, это ваши ноги, ваша свобода, ваша жизнь. Берегите их. И помните, что то, что вы считали лекарством, на самом деле яд. Не обманывайте себя, действуйте. Лавровый лист от суставных болей. Дорогие мои, сколько бабушек и дедушек мне об этом рассказывали, сколько рецептов с этим благородным растением я слышал, и сколько раз я вынужден был объяснять, что это очередной миф, который десятилетиями отравляет вам жизнь. Вы верите, что лавровый лист вымывает соли из суставов, что он, как волшебная палочка, излечивает артроз, убирает хруст и скрип в коленях? Давайте разберемся, работает ли это, или это очередная красивая сказка, которая обходится вам здоровье. Прежде всего, забудьте слово «соли». В контексте суставных болей это дилетантское упрощение. Да, отложения солей бывают, но это, как правило, не причина скрипа в коленях. Это следствие, симптом, а не болезнь. Хруст в суставах – результат износа хрящевой ткани, воспаления, дегенеративных изменений. И лавровый лист тут совершенно бессилен. Представьте себе ваши суставы как сложный механизм, как мотор вашего тела. Если мотор изношен, его детали повреждены, то лавровый отвар – это все равно, что попытаться починить его завариванием чаем. Поможет? Конечно, нет. Есть ли хоть какие-то исследования, подтверждающие эффективность лаврового листа при артрозе? Нет, абсолютно никаких. Только бабушкины рецепты и рассказы, передаваемые из поколения в поколение, как и многие другие вредные мифы. Заметьте, никаких научных данных, никаких клинических испытаний, никаких доказательств. А что происходит на самом деле? Вы травите свой организм, надеяться на чудо лечения, пока болезнь прогрессирует. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, получить грамотное лечение, вы занимаетесь самолечением, запуская процесс. А потом удивляетесь, почему давление скачет, почему боли усиливаются, почему коленный сустав становится все более неподвижным. Уважаемые пенсионеры, хватит травить себя этим. Лавровый лист – это пряность, ароматизатор, отличная добавка к блюдам, но не лекарство. То, что вы считали лекарством, на самом деле яд, медленно, но верно разрушающий ваш организм. Это обман, и этот обман стоит вам здоровья. Вы теряете драгоценное время, которое можно было бы потратить на эффективное лечение. Время, которое вы могли бы потратить на активную, полноценную жизнь, а не на мучения от боли и ограничения движения. Вы же понимаете, что каждый день, проведенный без должного лечения, только усугубляет ситуацию. Обратитесь к врачу, пройдите обследование, получите профессиональную консультацию. Не надейтесь на чудодейственные свойства лаврового листа, на бабушкины рецепты, на чудо-средства из интернета. Это путь в никуда, путь к еще большей боли, к ограничению движений, к ухудшению качества жизни. Вы же понимаете, что каждый день, проведенный без должного лечения, только усугубляет ситуацию. Обратитесь к врачу, пройдите обследование, получите профессиональную консультацию.
Не надейтесь на чудодейственные свойства лаврового листа, на бабушкины рецепты, на чудо-средства из интернета. Это путь в никуда. Путь к еще большей боли, к ограничению движений, к ухудшению качества жизни. Ваши колени — это не труба, из которой нужно вымыть соли. Это сложная система, требующая профессионального ухода и лечения. И только врач может поставить диагноз и назначить правильное лечение. Не обманывайте себя, не тратьте время. Ваше здоровье в ваших руках. И, пожалуйста, верьте доказательной медицине, а не сказкам. Дорогие мои, давайте на чистоту. Хватит верить в бабушкины сказки про лавровый лист и вымывание солей. Колени скрипят не от того, что соли там скапливаются, как ржавчина в трубе. Это куда сложнее и, поверьте, гораздо опаснее, чем вам кажется. Давление скачет, суставы хрустят, как сухие ветки. Это не просто возраст, это следствие ваших же собственных действий на протяжении многих лет. Я понимаю, что привычки — штука упрямая. Целая жизнь прожита на определенных убеждениях, на определенном рационе. Но сейчас я вам открою страшную правду. То, что вы считали лекарством, на самом деле яд, медленно, но верно разрушающий ваш организм. Главные враги ваших суставов — это не какие-то мифические соли, а 3 кита неправильного питания — сахар, соль и животные жиры. Представьте, ваш организм — это мощный мотор, а ваши сосуды — трубы, по которым течет кровь, доставляющая топливо к каждой клеточке. Что происходит, если вы заливаете в мотор грязь вместо бензина? Он ломается, задыхается. И ваши суставы не исключение. Сахар — это чистая катастрофа. Он провоцирует воспаление, а воспаление — это враг номер 1 для хрящевой ткани. Это как медленно, но верно сжигать ваши амортизаторы, которые поддерживают ваши суставы. Вы чувствуете, как колени скрипят? Это крик о помощи. Хватит травить себя сладким. Откажитесь от конфет, тортов, газировки. Все это яд для ваших суставов. А соль? Уважаемые пенсионеры, вы помните, как бабушки говорили: «Посоли, чтоб вкуснее было». Вот это «вкуснее» — прямой путь к отекам, к дополнительной нагрузке на суставы. Избыток соли задерживает воду в организме, увеличивает давление на хрящевую ткань. В итоге боль, хруст, ограничение подвижности. Соль — это не специя, это враг ваших сосудов и суставов. Животные жиры — еще один бич. Они способствуют образованию холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды, лишая суставы питания. Представьте, как трудно качать воду по трубам, если они забиты ржавчиной. То же самое происходит с вашими сосудами. Меньше жареного мяса, больше рыбы, овощей, фруктов. Это не диета, это спасение. И, наконец, малоподвижный образ жизни. Сидячая работа, отсутствие физической активности — это верный путь к атрофии мышц, которые поддерживают ваши суставы. Мышцы — это естественные амортизаторы, которые снижают нагрузку на суставы. Чем слабее мышцы, тем больше нагрузка ложится на хрящи. И вот он, скрип, боль, ограниченная подвижность. Я не говорю, что вам нужно стать олимпийскими чемпионами, но хотя бы ежедневные прогулки, простая гимнастика — это необходимость. Это инвестиции в ваше здоровье, в ваше будущее. Запомните, ваше тело — это храм, а не свалка для всякой гадости. Обращайтесь с ним бережно, питайте его правильно, двигайтесь. Лавровый лист, как и другие народные средства, не лечит причину заболевания, а лишь маскирует симптомы. Вы лечите следствие, а не болезнь. Это как замазать дырку в трубе вместо того, чтобы починить ее. Хватит обманывать себя. Обратитесь к врачу, пройдите обследование и, самое главное, измените свой образ жизни. Это единственный путь к здоровым суставам и счастливой старости. Поверьте, ваши колени вам скажут спасибо. Итак, дорогие мои, лавровый лист, как выяснилось, не растворяет соли в ваших коленях. Это миф, причем довольно вредный, потому что отвлекает от реальных проблем. Хватит травить себя этими пустыми надеждами. Колени скрипят, давление скачет. Это не от избытка солей, а от того, что ваш организм, как старый ржавый мотор, работает на износ. Давайте разберемся, как спасти ваши колени, и не волшебными пилюлями из интернета, а здравым смыслом и грамотным подходом. Вы хотите жить полноценно, без боли и скрипов? Тогда слушайте внимательно. Первое – это питание.
Представьте, ваши сосуды — это трубы. Если вы будете постоянно засорять их фастфудом, сахаром, жирами, эти трубы закупорятся, и к хрящам будет поступать мало питательных веществ. Результат — хруст, скрип, боль. То, что вы считали лекарством, на самом деле яд. Второе — движение. Нет, я не предлагаю вам марафоны, но умеренные физические нагрузки — это жизненно необходимо. Специальная гимнастика для суставов, плавание, легкая ходьба — это не каторга, а инвестиция в ваше будущее. Запомните, движение — это жизнь, а неподвижность — медленная гибель. Третье — контроль веса. Каждый лишний килограмм — это дополнительная нагрузка на ваши коленные суставы. Представьте, что вы тащите на спине тяжелый мешок с цементом. Приятно? Вот так же и ваши коленные суставы страдают от лишнего веса. Похудение — это не диеты, а рациональный подход к питанию и активный образ жизни. И, наконец, самое главное — врач. Уважаемые пенсионеры, не занимайтесь самолечением. Хватит вериться в чудодейственные отвары и натирания. Сходите к ревматологу, сделайте рентген, пройдите необходимые анализы. Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение. Запомните, ваше здоровье — это не лотерея, а результат ваших усилий. Не ждите чудес, а действуйте. Измените свой образ жизни, начните правильно питаться, занимайтесь физкультурой, контролируйте вес, и ваши колени скажут вам спасибо. Вы хотите продолжать скрипеть и хромать? Или вы готовы взять свою жизнь в свои руки? Выбор за вами. Не откладывайте на завтра, начните сегодня же. Ваше здоровье в ваших руках. Итак, дорогие мои, подведем итоги нашей откровенной беседы о скрипящих коленях и лавровом листе. Вы все еще верите в чудодейственную силу этого растения против солей? Давайте будем честны, то, что вы считали лекарством, на самом деле, мягко говоря, бесполезно, а в худшем может навредить. Запомните раз и навсегда, соли в суставах – это не причина боли, а следствие. Это как ржавчина на трубах, симптом, а не первопричина засора. А засоряют ваши трубы, сосуды, вредная еда, малоподвижный образ жизни, лишний вес. Хватит травить себя этим. Ваши скрипящие колени – это крик о помощи вашего организма, сигнал о том, что мотор износился. И лавровый лист тут не поможет, как не поможет масло в двигатель с пробитой прокладкой. Нужен комплексный подход. Что же делать? Прежде всего, поменять питание. Забудьте о фастфуде, полуфабрикатах, сладких газировках. Это яд для ваших суставов и всего организма. Включайте в рацион больше овощей, фруктов, рыбы, нежирного мяса. Больше клетчатки. Организм должен получать качественный строительный материал, а не мусор. Второе – движение. Забудьте о сидячем образе жизни. Даже простые упражнения, пешие прогулки – это уже огромный шаг к выздоровлению. Не нужно изнуряющих тренировок. Начните с малого, постепенно увеличивая нагрузку. Помните, ваше тело – это не музейный экспонат, а сложный механизм, который нужно постоянно смазывать и поддерживать в рабочем состоянии. Третье – регулярные консультации с врачом. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, не занимайтесь самолечением. Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение. Не ждите, пока колени совсем перестанут вас слушаться. И помните, уважаемые пенсионеры, возраст – это не приговор. Боль в суставах – не неизбежное следствие старости, а результат неправильного образа жизни. Вы можете победить эту боль. Вы можете вернуть себе радость движения, легкость и активность. Начните прямо сейчас. Измените питание, начните двигаться и регулярно посещайте врача. Ваше здоровье в ваших руках. Не давайте болезням властвовать над вами. Вы сильнее, чем вы думаете.